Zombie apocalypse. Всем здорово, 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 с вами это Нёк. Сегодня у нас очередная музыкальная реакция видео, и сегодня у нас необычная песня, или трек, можно сказать. Iron Maiden, Writing on the Wall. Камбэк Айронов после 6 лет. Да, так сказать, молчание. Знаю, что трек вышел неделю назад, он будет как превьюшный в качестве нового альбома Синджутсу. 3 сентября выйдет. Кстати, 3 сентября, да. Что можно сказать? Легенды Power Metal, основатели жанра, Айроны вместе с Хэллоуином, как по мне, основатели жанра Power Metal. Так что будем слушать наших прародителей, всеотцов, так сказать, жанра. Одного из. Так, в принципе, можно начинать. Небольшой дисклеймер, это, в принципе, перезалив, потому что именно с official видео не сложилось. Почему-то YouTube блочит, что бы я там ни делал, какие хэштеги не писал бы, что там и копирайт, и дисклеймер копирайтовский, который сейчас, в принципе, много кто уже вставляет. Поэтому пробуем через это, не получится, ну, значит, уже не получится. Поехали, тогда начинаем. 3, 2, 1. Будет очень много отсылок к тому видео, потому что именно нужно смотреть оригинал, чтобы полностью текст понять и разобрать. Именно оригинал, именно само видео. То есть очень много отсылок будет к нему. Поехали. Проигрыш просто. То есть сразу очень крутое вступление, такой проигрыш, медленный, а потом такой там. Очень круто. Сейчас будет. Поехали. Дальше не хочу ничего не говорить. Поехали. Слушаем. Очень такие рифы гитарные, да, они очень, так сказать, привычные именно Айроном. Ихний стиль сразу слышно, прям с 3-9 земель сразу понятно будет, что это ихняя песня. Очень, так сказать, по-английски familiar, знакомо, по ихнему именно вот этому вот, именно ихнему стилю, да. Их стиль, господи. Тут сразу же, да, отсылка. Вот можно читать лириксы прямо здесь. Давайте будем сразу так разбираться. Across painted desert lies a train of vagabonds. All that left of what we is what we have become. То есть там отсылка идет к тому, что типа чему мы стали. То есть там, я же говорю, это сейчас буду очень много отсылок к оригиналу, потому что уже сегодня 3-й раз пробовал заливать, не получается оригинал заливать. Ну, не получается, не знаю, пробуем вот эту версию заливать. Там идет показан как путник, да, и 4 всадника апокалипсиса, показан пустой мир, пустыня, плюс практически вымершая планета. То есть именно
Это отсылка к тому, типа, чем мы стали. И что у нас осталось. Типа, all that's left of what we were, it's what we have become. То есть это просто одни ссылки туда, как бы. Я оставлю ссылку в описании именно на оригинал, на этот видео и на оригинал видео, типа, которое с повествованием идет. Просто это очень там супер крутое послание в этом видео к всему человечеству. Дальше. То есть однажды были империи, да, могущественный Glorious Empires, и сейчас, типа, как бы время вышло, смерть дала нам время, чтобы пожить, и сейчас это время подошло к концу, и это очень круто, ну, типа, отображается в треке, потому что там именно люди голодающие, умирающие, и политики, которые там, политики, цари, кто-то там военные, кто там показано с ракетами едут в некий ихний парадайз местный, да, там, где, в принципе, еще есть какие-то возможности для существования, но вокруг него все вымерло, да, все практически вымерло, там все ядовитое, какие-то загрязненное, то есть очень сильные отсылки к тому, что сейчас в принципе происходит, да. Но это чуть-чуть попозже скажу, поехали. Диккенсон, конечно, красавчик. Riders of the Storm — это 4 всадника апокалипсиса, их именно 4. Ну, как бы напрямую не сказано, что они как бы всадники, да, но это очень отчетливо именно в клипе будет видно, что, опять же, все отсылки туда, ребят. Просто пробую, как говорится, чуть-чуть немножко побольше поанализировать, что происходило в клипе. Вон так. Тем более здесь видны лириксы, и сразу можно разбирать текст, переводить и немножко... Тут к вокалу никаких претензий. Какой может быть к вокалу или каким-то там... Просто все идеально. Какие может быть Брюсу претензии? Он всем все доказал в мире, он уже легенда на все времена и века. То есть, что можно еще ему какие-то там... У него, тем более, он рак переборол. Это вообще втройне просто легендарная личность. Все. Дальше. То есть вот этот именно, вот этот сейчас было как бы вот эти строчки, да, это очень крутая отсылка. Я уже когда в первом видео заливал, понятно, что никто этого не увидит, потому что оно заблоченное, может какие-то будет, но очень крутая отсылка именно идет к этому времени, что именно к нашему настоящему, что с природой шутки плохи. Все мы видим вот эти вот пожары лесные, да, наводнения там по Европе и так далее. То есть ребята очень сильный посыл дают, что как бы
остановитесь в этом плане, что природа, она рано или поздно она возьмет свое, и чем дальше вот это все усугублять, вот это вот всю эту глобализацию, понятно, промышленность, у них такой посыл идет, что рано или поздно природа обратно свое возьмет, а люди этого, в принципе, ну, верхушка, да, не хочет этого слышать вообще, им, в принципе, как бы, да, грустная история получается. И тут так же самое. Tide of change is coming, and that is what you fear. The earthquake is a coming, but you don't want to hear. То есть землетрясение грядет, вы не хотите слышать. Это точно, в принципе, описывает, я был прав абсолютно, потому что, ну, в клипе официальном, да, то есть ты не видишь текста, а здесь ты видишь текст песни. В принципе, я могу сказать, что я был в первом своем суждении, ну, как точки зрения, что именно это связано вот с этими сейчас природными такими тоже происшествиями, что, ребята, нужно что-то с этим думать, что-то с этим делать, потому что это все, как бы, природа возьмет свое. Поехали. Очень слепые тут увидеть. Ну и проигрыши у них, конечно, божественные всегда. Это что-то совсем на другой уровень. Межпланетные. Опять же, говорю, все отсылки к оригиналу я скину все в описание, потому что там именно происходят такие классные вещи. То есть тоже ближе к концу сейчас буду еще расскажу, потому что там, ну, прям супер-супер интересные события происходят. Либо как ребята видят происходящее. То есть это... Плюс вот это вот то, что природный фактор, да, плюс еще там хорошо показана история, как бы, разделения, как бы, общества, да, на слои, как бы, есть как бы высшие, да, там у них там ракетство богатое, оружие и так далее, а есть нищие, там видно будет, когда они заходят в Парадайз, да, этот ихний город, типа богатые, да, там все приезжают, а нищие, которые хотят тоже, типа, ну, прикоснуться, их, типа, просто там испепеляют там каким-то лазером в таком плане, то есть... И здесь идет тоже градация современного общества, как бы негласная, да, но на какие-то такие группы, что как бы одним что-то дозволено все, другим нет, это как бы... Дальше будет очень интересный посыл, потому что, ну, это именно из видео, то есть хочу, чтобы это подтвердилось именно в тексте. Проигрыш для них вообще бомба.
То есть в чем там фишка, да? 4, тут уже видно, что как бы близится к завершению финальному, но в чем там фишка именно в основная? Сюжет, ну как сюжетный посыл, говорю. Основной посыл в чем? У них именно какая идея? 4 всадника апокалипсиса, там происходит финальная битва с вот этим главарем этим Парадайса, там понятно, что этот именно странник под обличием оказывается вот этого скелета воина, который сигнатурный для Iron Maiden, как их не символ, да. То есть много они где его используют, вот этот именно образ такого именно warrior скелета. И получается следующая история. Они спасают 2 людей из этого парадайза, да, и вывозят их обратно на 4 всадника апокалипсиса. Город весь они уничтожают, как будто, ну, как бы очищая это все. И там очень крутая отсылка. Они дают им этим, ну, мужчине и женщине яблоко красное, да, все это офигенная, офигенная отсылка к Библии, понятное дело, что как бы новое начало. То есть весь смысл этой всей истории, что как бы пора что-то стартовать либо с чистого листа, потому что как бы продолжая так дальше делать, как, ну, как сейчас происходят все эти вещи, да, то есть можно заехать вот туда, где именно в такую степь, если так выражаться, что какая показана именно в клипе официальном, да, то есть пустыня, все заброшено, какое-то там какой-то парадайз небольшой, маленький городок, либо там куда хотят все попасть и так далее. Извиняюсь. И получается следующая история. Приезжают эти всадники, как не то, что они несут конец какой-то света, а несут очищение, да, чтобы заново стартануть, ребутнуть так, современным языком, перезагрузить всю историю заново. Ну, интересный посыл, интересный посыл. Так, в принципе, все, да? Вот такая вот у нас история, да, получилась. И, ну, говорю, очень много ссылок. Извиняюсь, что как бы такими урывками и так далее, потому что много отсылок, много практически обязаны смотреть оригинальное видео, чтобы понимать до конца именно смысл этого трека, потому что он очень глубокий, очень сильное эмоциональное послание ко всему человечеству, к, там, к верхушкам особенно, что типа давайте, ребята, что-то думать, потому что вы видите, куда это может привести. То есть очень сильная история. Я в описании все, ну, закину, потому что там будет ссылка на это видео, как бы, и на оригинал, именно клип, чтобы видно было, потому что, опять же говорю, это 4-й раз пробую заливать, но как бы будет удача, значит будет это не на канале. В принципе, все. Это был Iron Maiden, Writing on the Wall. Все время путаю с Writings of the Wall, on the Wall, потому что есть такое аналогичное название песни от другого исполнителя. Но 3 сентября я календарь перевернул, новый альбом, будем ждать. Еще небольшой маленький дисклеймер объявления, ребят. С четверга до понедельника меня точно не будет, потому что будет Файномиста фестиваль. Я поеду на один из таких немногочисленных фестивалей в СНГ вообще, где
хоть что-то будет, так сказать. Попробуем какой-то фотоотчет, какую-то и разборочку по исполнителям и так далее тоже записать на канал и с фотками там с каких-то локаций, фестиваля и так далее. То есть попробуем как-то хорошее такое видео замутить, как обзорчик самого фестиваля. Но это где-то будет понедельник, вторник уже следующий. А сегодня еще, скорее всего, завтра тоже какое-то видео будет. Может быть, Architects дальше, я думаю. А пока пробуем, чтобы у нас скрестим пальцы, да, чтобы это у нас все залилось. Всем пока, было приятного просмотра. С вами был Танек. Опять же, все ссылочки, комментарии в описании, ссылочки, так сказать, извиняюсь, Twitch, YouTube, Instagram, Telegram, все в описании. Комментарии пишите, подписывайтесь, кому интересно. Кто считает контент хоть каким-то интересным, подписывайтесь. Вставляйте свои пальцы вверх, пальцы вниз, неважно. Куда пальцы, главное, что оставляйте. Все, с вами был Танек. Пока. Приятного времяпровождения и настроения.